Здоров, ребят. Ну что, продолжаем мы проходить код Веронику. Криса. Добрались, значит, до арктической базы. И начинаем продолжать. Погнали. Только он, собственно, прилетел на базу, и вот первая дверь, как бы, и вот, и погнали. Так. Вот эти щупальца можно попробовать замочить ножом. Почему бы нет? Не достает. Ай. Надо учитывать то, что он при ударе немножко двигается вперед. Хорош. Кстати, она долбанула меня чуть-чуть. Не, нормально. Тихо, чуть-чуть. Да, чуть-чуть назад-то. Тихо. Странно, но пока удара не засчитывает, это слава богу. Все. Минус одна. Сейчас еще вторая дальше будет. Ладно. Тихо, тихо, тихо. Как-то так вот. Чуть-чуть назад. Это хорошо на патронах экономит. К сожалению, надо действовать. Ай, тихо, тихо. Надо так действовать. Странно, но это щупальце пожирнее будет. Все, ускакало. Норм. Сэкономлено на патронах. Так, ну тут уже все, тут уже пистолет. Никак иначе. Давай отсюда, наверное, начнем. Так-то приблизительно локация более-менее помню, как тут что. Она не очень, кстати, большая. Кстати, тут все уже замерзло. Ну, допустим. Там какой-то здоровенный паук, что ли? Ага. Давай-ка мы залезать, пока слезать отсюда не будем, а то сейчас эта падла выскочит и немножко может покоцать. Не торопимся. Тут у нас, кстати, патроны для дробаша и еще один кейс. Так что сюда надо бы. Ждем. Все, патроны кончились, быстрее. Да. Все, покойник. Там кто-то еще ходит. Да, третий. Давай-ка мы его тут подождем смиренно. Чувак, ну ложись. Блин, как много патронов на него уходит. Вообще беда. 5 выстрелов, охренеть. Это непозволительно много. Коробка. Ну а что толку от этой коробки? Здесь еще кое-что есть.
Карабин. Что толку от этой коробки, если у меня тупо нету отмычки? Ну, как обычно, лучшие ракурсы, камеры, чтобы все смотреть. Им уже давно никто не пользовался, и он заржавел. Понятно. Что у нас отсюда видно? Одно большое нихера, да, короче. Металлорежущий станок. Он поломан и не работает. Ну, кто бы сомневался, тут вообще все раздолбано. Шли дальше. Как говорится, следующий. Кричит заведующий. Хреново, что на пистолет патронов нету. Это прям беда. Так, у нас здесь получается 2 входа, 2 двери. Ну, сундук, в принципе, понятно, где он. Да, тут все задубев, так, короче, естественно, все работать не будет. Но тут внизу теперь все замерзло, и отсюда можно тоже как-то проходить. Давай посмотрим, может быть, что-то вылезло, всплыло. Баллоны замерзшие. Угу. Вроде бы незначительное такое отличие, подумаешь. Подумаешь, просто появились, ну, внизу проход появился, все задубело. Но это уже ситуацию хорошенько изменило. Нет, чуваки пустые. Но если их показывают, то это не зря. Чуваки встанут. Вентиль. Ну давай возьмем. Где-то там по-любому пригодится. Возможно, мы сейчас обратно запустим. Да. Сейчас обратно запустим генератор. Отморозки. А что это за генератор? Попробуем быстренько от них. Нет, быстренько от них слинять не получится. Хреново, что они с разных сторон нападают. На другого. Тут их 6. Ну клево, че. Молодцы. Так, раскидываем и валим. Просто я думаю, что мне сюда без надобности будет еще заходить. Но мы прилично сэкономим на патронах. Вот здесь, кажется, у нас тупиковый коридор просто небольшой. Да. Сюда тупо незачем было бежать. Отстреливаться от всех 6, как бы, ну да, я потрачу патроны, но... А дальше там ничего делать. Пусть они тут себе ходят, ничего страшного, я думаю, не произойдет. Если уж надо будет, перестреляем, а так... Бесполезно. Можно и потерпеть один укус.
Дальше. Если спуститься здесь, там вот где паучина такая здоровенная ползает подо льдом, есть еще одна дверь, а то и даже две. Я не знаю, при каких условиях эта каракатица вылезает, но она вылезает обязательно. Без этого не обойдемся. Надо будет с ней биться. Точно. Давненько катсцен не было. Что? Вот Опять здесь? этот падла. Понятно. И сразу же, короче, прилетают у тебя зеленые. Шикардос. Да. Так. В эту дверь можно слинять? Да, можно. Но вообще выгоднее его замочить, по-моему. Давай поближе. Раз, два, три. Сейчас станет. Готов. Но вот этого лучше захерачить. Почему бы нет? Потому что по этим коридорам мне по-любому ходить еще. Уж больно они длинные. Так. Давай мы тогда с первой двери начнем. Угу. Там вообще маленькая дверь какая-то. Ну давай так. Там еще на первый этаж, туда, где моль всякая летает. Да, жесть. Ходить еще и ходить, короче говоря. Ничего необычного. Но это, по-моему, какие-то выключатели. Лифт, опять же, с кнопочкой. И, скорее всего, если она синим цветом горит, значит, ей можно пользоваться. Так. Еще один лифт. Там что-то блестит. Ну, давай поднимемся. Тут кого-то жестко замочили. Небольшое квадратное отверстие. Записка. Воду спускать только в следующих случаях. Для уборки, для замены воды. Ну, есть у меня один вентилек, но там точно восьмиугольное отверстие. Да, не стоит применять. Она. Надо спустить воду из аквариума. Где-то надо надыбать тогда вентиль. Вентиль восьмиугольный. Так, а это что тогда делает кнопка? Включатель. Нажать его. Ну давай. Будем жмакать все, что есть. И чё? Пламегасящий состав. Им следует заправить огнетушитель. Угу. Который я, кстати, еще не выкинул, но мне его предлагали выкинуть. Ну окей. Огнетушитель у меня там в этом валяется. В сундуке, до него как бы еще надо на этаж ниже, получается, спуститься. Здрасте. Вот так вот где-то. Оп. Поближе. Что-то дрова, что-то не очень эффективная штука. Блять. Давай зарядимся сначала, тогда прежде чем сюда лезть. А то что-то как-то каждый грызанет и ничего не останется.
информация растет просто в геометрических проекциях. Ну-ка попробуем башку ему снести. Да, слушай, так поэффективнее будет. Короче, если приноровиться, то надо стрелять маленько наискосок. Чуть-чуть вверх. И тогда они улетают с одного выстрела. Это у нас... здесь много химикатов, для чего они использовались, бла-бла-бла. Здесь у нас оружейная комната. Это обход получается. Ну я понял, короче. Стой, а почему я за Клэр, когда бежал, я не видел вот этого прохода? Это странно. По идее, с этого ракурса всегда показывали. Но лифта тут не было. Ну его потому что надо было опустить. Логично. Ладно, будем стараться экономить каждый выстрел дробаха. Ну типа один выстрел, один труп. Надо как-то так. Блять. Ну и как они предлагают это обойти? Нет, это жопа. Давай, вырубайся. Ну, привет кривому управлению. Серьезно. Можешь подождать, ну? Вот он, что-то на секунду где-то вырубается. Блять. Как попасть туда нормально? Ну, он меня спалил, но не включил, короче. Я немного, кажется, успел. Макс Ло. Привет, как? Здорово, Макс. Да, нормально. Вот перед сменой, как обычно, решил полпать. Как у тебя? Как здоровье? Блядь, еще комнаты. Кто-то, я думаю, кто ко мне бежит. Прям сломя голову. Слушай, и удар, по-моему, не засчитали. Все, покойник? Да. Где это я вообще? Остужаются эти ночные смены. Остужаются эти ночные смены? Наверное, ошибка, я так понимаю. Опечатка, вернее. Не совсем понял, что ты имеешь в виду под остужается. Да я прискакал вообще. Что за хрень? Где я нахожусь? Только что же был в Антарктике, уже хлоп, и я как будто в замке опять. Лошадки. Серьезно, в Антарктике лошадки 2 штуки. Ну тут брат с сестрой, конечно, на них тусовались, это понятно. Что-то жестко путают с этой всей фигней. Макс Ло. Да вроде более-менее, только корпус надо менять еще. Купил воду на проц, а она жутко огромная оказалась. Ну да, слушай, как правило, надо типа сразу же учитывать все вот эти нюансы. Макс Лонг. Ох уж эти, я походу проблемы не поставил. Ахахахахах. Надо сначала, короче говоря, брать, наверное, корпус и потом учитывать вот эти нюансы, что туда залезет, чтобы работало все норм. Как всегда, это, знаешь, то же самое сродни, как ремонт делать. Начинаешь с одного, заканчиваешь вообще 3-м. Угу. И тут зомби. А чё так дверей-то до хера? О, ребята, здрасте. Блядь, ну их тут очень много.
Что-то прям я походу по квесту бегу. Давай отсюда выйдем. Выйдем, короче, и Максло. попробовать Она по обойти. высоте 7 сантиметров. И материнка мешает. Берешь электролобзик, пилку, отпиливаешь лишние детальки, и все помещается. Как в этом в мультике. И так сойдет. Панель управления краном. Чтобы включить кран, надо ключ-кран. Логично. Логично. Короче говоря, там, где эти дроны шароебят, мы пойдем туда в последнюю очередь. Кинопредира. Ложитесь спать уже, блин, я ночью мало спал. Ну, мне еще это предстоит. У меня сегодня еще начинает смена впереди, ночью поспать тоже, естественно, не получится. Будем работать, взжобывать, короче говоря. Редко, когда получается на смене, знаешь, там задремать хотя бы минут на 15-20. В основном бессонные ночи. Спи, говоришь, перед ночью. Кинопредира. Спи перед ночью, блин. Так не спится, не спится. Я вообще, в принципе, мало сплю. О, ни хрена себе, что я нашел. И это хорошо. Я вообще рассчитывал то, что в этой комнате, как обычно, будет вагон с зомбари. Но их что-то тут вообще нету. Давай тогда смотреть на лут какой-то. Опять бесполезные книги, бла-бла-бла, все пусто. Вот здесь может что-то быть. Шкафчики, ну ладно, там что-то там нету. И опять бесполезный. А вот в этом сундучке можно порыться? Видимо, нет. Короче, топаем в сторону сундука. Кинопредира. Выпей снотворки пару бутылок 0.5L. Некоторые у нас ребята, ну, скажем так, знакомые мои, либо коллеги, они после ночной смены, если долго уснуть не могут, они выпивают по 0,5 пивасика. Потом по 2,05 пивасика, а потом просто, чтобы вырубиться, им нужно выпить или чекуху водки, или пару-полтора пива. Я не сторонник бухать то, что для того, чтобы только уснуть. Я лучше покручусь, помучаюсь и какое-то время поменьше посплю, чем наебываться, чтобы для того, чтобы тупо уснуть. Не вариант. Максланг. Ночная бабочка. Так я и дневная бабочка. Но, кстати, по ночам я больше бодрствую, чаще бодрствую, чем днем. Ненавижу утренние смены, я всегда хочу спать, меньше работать, короче. Ночные мне больше нравится работать, то что, во-первых, начальство мозги не ебет, а во-вторых, не знаю, у меня активности больше происходит. Кинопредира. Я вчера уснул лишь благодаря чекушке водки. Так вот, у тебя к этой хуйне организм привыкает. Потом без этой чекухи водки ты вообще спать не сможешь. Это отстой. Надо с этим заканчивать. Организм потом привыкнет, и потом не сможешь вообще без бухла спать. Лучше какой-нибудь в этом плане травку бахнуть. Ну, типа мелиссы, допустим. Чай с мелиссой. Хорошая тема. Если спать не хочешь, точнее не можешь. Вот, я нашел, куда эту хреновину приладить. Ебать, убей. Взять пресс-папье. Файл. Записи Альфреда. Кинопредира. Нет, у меня не так. А как у тебя? 30 января в коридоре антиарктического комплекса есть одна закрытая дверь. Я не знаю, что за ней находится, но я знаю, как ее можно открыть. Тихо.
Для этого мне понадобится 3 камня, которые носит каждый член нашей семьи, как символ законного наследства рода Эшфорда. Единственная проблема состоит в том, что я не знаю, как получить камень моего отца. 17 февраля мне наконец-то удалось войти в эту комнату. Я никогда не мог подумать, что с рождением меня и Алексея может быть связан такой невероятный секрет. Я ненавижу моего отца. Кинопредира. Все, пошел я жрать. Мне донат скинули вчера 600 рублей. Поздравляем. Я ненавижу моего отца. Теперь мне вполне ясно, что мы были созданы только для удовлетворения амбиций отца. Я больше не могу ему доверять. Вместе с сестрой мы должны вернуть роду Эшфорд его былую славу. Пока Алексия со мной, мне нечего бояться. 3 марта. Алексия провела эксперимент над телом человека, о котором мы говорили. Наш жалкий отец должен быть доволен, так как теперь он наконец-то смог добиться своего. Единственное, чего нам стоит опасаться, так это то, что наш дворецкий Херман не узнал о наших планах. Наверное, не Херман, а Герман все-таки. 22 апреля. Эксперимент увенчался провалом, все-таки наш отец ошибался. И что еще хуже, он превратился в монстра, вышедшего из-под контроля. Мы связали его и бросили в камеру подземной тюрьмы. Короче, чувак, который похож на Пирамид Хеда, он, это их батя, оказывается, который вот внизу, вот в этой комнатушке. Так, связали, бросили в подземную тюрьму, но, похоже, Алексии вскоре удалось найти решение. Я поражен, так как теперь она говорит, что хочет провести эксперимент на своем теле. Кроме того, он считает, что для того, чтобы эксперимент увенчался успехом, она должна проспать 15 лет. Из-за этого идиота я расстанусь с ней на долгие 15 лет. Алексия заснет, возложив на меня свое доверие. Теперь только я могу защитить ее. Странно, но в принципе понятно. В плане том, что пока вот вся эта история не является запутанной. Все, в принципе, элементарно и ясно. Почему-то мне все время кажется, что это шкаф. Вот тут у них батя тусовался. Носферату его звали, я его, кстати, замочил уже. Давай, наверное, сохранимся. Ленты-то до хрена. Ладно, почему-то эмулятор не сразу же видит карту, не с первого раза. Но заходит второй раз, и все нормально. Короче, эмулятор Nintendo Wii и эмулятор второй плойки, ну и первой тоже как бы, самые пока такие козырные. Блин, не то. Вот так. А это сюда. Пленка. Где у нас? Вот так. Я не думаю, что прямо сейчас этот куб понадобится. Давай-ка мы его выложим. Ну то охренеть, у меня уже этих 3 кейса, но мать его, куда их девать? Я вот не знаю тоже, пригодится ли мне сейчас вот этот вентиль. Патронов-то тоже немного осталось. Мне бы кто-нибудь арбалет дал, было бы замечательно. Но как вариант. Можно потом использовать гранаты, но вообще я бы их оставил на финального босса. Огнетушитель мы потом заправим, когда пойдем в ту сторону. Обратно будем возвращаться. Пока как бы все. Вот травки можно, наверное, затрещать. Или ну его нахер. Давай так, короче, вот с таким раскладом попробуем пойти. Сейчас, по идее, нам нужно в эту комнату, где у нас паук ползает по потолку. О, неужели у нас тут моли нету?
Ага. Моли нет, но есть другие ребята. Плотно закрыто. Сюрприз. Давай вот так. Оп. Ай, не попал. Но мы таким образом хотя бы их ваншотим. Блин. Патронов мало. Хотя зачем мне вообще, по идее, туда бежать? Если там все закрыто, смысл какой? Я просто сейчас 3 выстрела просто так потратил. Тогда мы берем огнетушитель и его заправляем, спускаемся вниз в оружейную, там тушим пожар и... Ну там уж как карта ляжет. Короче, вентиль придется с собой потаскать. Не знаю, когда он пригодится, но он по-любому должен пригодиться. Ну и пока все, если уж совсем беда, придется возвращаться будет за автоматом. И еще есть где-то, не знаю, порядка сотни патронов на калаш. Не густо, конечно, но что делать? Ладно, потыкали. Это же у нас не дверь? Нет, это не дверь. Короче говоря, не получается закрыться. Закрыли те локации, по которым бегала Клэр, но открыли другие локи. А возможно еще в оружейной, там где все горит, можно будет надыбать еще автомат. Ну, на это, конечно, не стоит надеяться, но возможно. Надо не исключать такие вещи. Так, эта дверь, это у нас, по-моему, там, где металлорежущий станок, по-моему. Да. Тут мы уже все. Тут наши полномочия были все. Тогда идем прямо. Идем прямо. В принципе, все понятно. Довольно-таки коридорненько все. Сейчас, короче, главное нормально пролавировать между вот этими сволочами. По-моему, вот эта дверь. Да. Вот эта дверь. Сейчас заправляем огнетушитель. Применен пламегасящий состав. Огнетушитель. Ну давай смотрим просто. Огнетушитель. Для тушения огня. Спасибо, Кэт. Давай тогда двинем в оружейную. А потом уже дальше будем по другой ветке идти. По идее у нас оружейная это типа комната тупиковая. Но возможно отсюда можно будет еще дальше пройти. Типа меня не пустили с одной стороны, но пустят может с другой. Ладно, посмотрим. Так. Магнум. Ну, как обычно, Магнум это у нас самое борзое оружие в игре. Похоже на часть сортировщика. Похоже, здесь собирались грузы. Ну, окей. Автомат у нас, за Клэр, когда бежишь, он лежал вот в этом ящике. С этого ракурса вообще его не видно. Ничего не осталось. Да, Клэр все типа забрала.
Ни хера не осталось. Но я-то это все в сундук положу. Мать его. Вот это можно нажать? Зачем, ну, несколько ракет, зачем они им были нужны? Без понятия. Да, слушай. Я просто скорее всего, израсходовал, да, огнетушитель. Но магнум взял. Не просто я его израсходовал. Пригодится. Некоторые виды оружия тут довольно-таки непросто достаются. Плотно закрыто, да. Ну и все тогда. Мне только по одной ветке, там где я зеленого клоуна убивал, где лошадки у нас. Где странная локация, которая на Антарктику вообще по идее не похожа. Так. Инвентарь у нас 4 слота. Бля, надеюсь, мне дадут когда-нибудь патроны для пистолета, потому что дробаш как бы выручает, но стрелять из него не часто получается. Как обычно, бегаешь, сшибаешь все углы. Тут надо без ошибок попасть в эту комнату, отлично. Кстати, зеленый, может быть, сагрился, потому что я тогда в прошлый раз красную штуку все-таки попал под луч. Но не факт. Серьезно, опять? Да вы издеваетесь. Какого хрена он постоянно нападает? Давай туда пока не пойдем. Походу он там респаунится постоянно. Так. Давай, наверное, в коридоре все зачистим. Так, не попал. Ну, быстрей. Падла. Троих, главное. Троих получилось. А этого не получил. Хорош. Теперь норм. У нас синяя трава. Синяя. А чё не зеленая? А вот и зеленая. Сколько тут зомбарей-то будет на квадратный метр? Вы задолбали. Зеленку, походу, лучше сожрать. Ладно, сейчас посмотрим. Вот это зеленая или синяя? Зеленая. Давай, одну зеленую сожрем и две совместим. Место надо тоже экономить. Применяем. Хорош. Это мы совмещаем. Да, смешай. И вот это мы совмещаем. Да, патронов все меньше. Это проход, им давно уже никто не пользовался. Когда потыкали в ВВВ первую дверь, вот сюда. Скорее всего, восьмиугольный вот этот вентиль, который есть в инвентаре,
надо его покрутить и типа все разморозится. Тогда внизу тоже вылезет паук здоровенный. Не исключаю. Патроны. Генератор какой-то. А чё так херово видно-то все? Вот, восьмиугольная. Так, давай тогда, да. Мы сначала восьмиугольника. Сейчас с помощью электричества все разморозится, что ли? Есть пленка, значит, сейчас, короче, те, кто лежал, заново появятся, скорее всего. Давай мы, наверное, ничего тогда размораживать не будем пока что. Запустить мы это дело всегда успеем. Вторую дверь надо проверить, которая в этом же коридоре. Может, там пока что в неразмороженном варианте что-то есть. Они закрыты. Если подать электричество, можно открыть. Понятно. Там экран заработает и все остальное. Просто вот ты подаешь электричество, и у тебя уже сразу же где-то около 5-6 развилок появляется, куда можно идти. Охренеть. Да, давай. Вот и света дали. Опять много травы. Блин. А чё у меня? Поэтому... Ага. Но если он вентиль вернул обратно в инвентарь, значит там еще есть у нас какие-то с ним замуты. 18 максимум. Блин. Давай тогда мешаем траву сначала. Все-то не помещается. Неохота до сундука пердолить, очень до хера. Так как ленты много, ее можно просто не брать, зачем захламлять? Как бы 3 ленты у меня будет, а что от этого толку? Давай. Одну зеленку так отдельно с собой потаскаем на случай, если кто-нибудь меня решит грызануть. Вот, патроны, оказывается. Это отлично. Кстати, давай-ка мы пистолетик применим. Ибо ну его нахер. Надо что-то, это устройство подачи электричества. Я могу изменить подачу электричества. Не стоит применять. Он может изменить, но это не работает. Может что-то покрутить? Нет. На столе что-то есть еще? Ни хрена. Сейчас опять зомбари полезут. Сейчас все коридоры, которые... А нет, слушай, опять все холодно. Только теперь еще больше не видно ни хрена. Это очень похоже на первую часть. Я прям помню, там статуэтку можно вот натрескнула, говорит. Но патроны ты бери. Че натрескнула? Он ты треснул. Патроны бери. Неужели?
я помню, то, что вот как раз две двери в первой части было. Статуя, к которой ты подходишь, пододвигаешь тумбочку. Прям очень похожая тема. Там у нас что получается? Там, где паук ползает, кран только есть. Все остальное тупиковое, двери закрыты. Но, возможно, с подачей электричества это все дело заработало. А может, как бы и хер с ним. Блин, я не знаю. Ладно, пусть будет. Пойдем так тогда. Сон про плиту, она треснула. И все. Картина красивого пейзажа. Давай к статуе подойдем. Женщина набирает воду. Если сундука не дадут, то складывать следующий предмет мне тупо некуда. Уж больно у меня тут всего до хера. Закрыто. Символ заражения предостерегающий знак. Угу. Возможно, это пресс-папье, который... Стой, а он может на вот эту вот статую он двигает, это я понял. Она только треснула, больше он ничего не пишет. Двигает статуя. Но в какую сторону? А давай, наверное, на треснувшую плиту его подвинем. Как-то вот так. И вот как-то так. Да, давай. По идее, он должен сейчас плиту проломить. И она типа упадет этажом ниже. Потом мы оттуда что-то достанем. Вот то, что наверху там то ли газета какая-то свернута. Может, предохранитель, не знаю. Ага, даже так. Карта лаборатории. Да, слушай. Инвентарь по-прежнему заполнен, но тем не менее не так шибко. Костюмчики. Похоже на спецкостюм. Ну, похоже, так похоже. Блин, еще коридоры. Опять коридоры, коридоры, коридоры. Опа. Тоже штука, я помню, то, что с первой части. Вынуть. Да, некуда мне складывать. Некуда мне вынимать. Посмотрим, может здесь хотя бы сундук будет. По-любому же куда-то эти кристаллы надо делать. Это еще и лифт, короче. Мне интересно, а те, которые локации за спиной остались? На первом этаже, допустим. Такая толстая кишка. А что это такое? Мотыль какой-то, да, по-моему? Ну тогда только возвращаться. Назад все выкладывать. Магнумы и так далее. Херово. Херово, что места нету. Там, где все замерзшее, тоже там до хрена как бы локации, которые непонятно, они рабочие двери стали, потому что я электричество включил или нет. По-моему, да, я вот здесь включал электричество. Топаем до сундука. Что сказать?
Что-то проверим сейчас по дороге, кстати. Блин, а тут прилично, кстати, идти. Там где зеленый бегает, тоже бы не мешало двери осмотреть. Опа, мне повезло, охренеть. Понятно, не повезло. Да ёпты. На секунду достаточно попасть и все, и хана. Блять. Ну как-нибудь под таким ракурсом нормально рассмотреть его? Давай так. Там у нас электричество, может быть даже воду получится откачать. Хотя нет, тут смотри-ка, тут вообще ничего не изменилось. Давай чисто так, для любопытства, кран подергаем. Надо ключ-кран. Так, там у нас пару зомбарей. Автомат, кстати, режущий. Может, он заработал? Хотя писали-то, что он сломан вообще. Но проверить надо. Проверить стоит. Не, все, не пашет. Значит, что, к сундукам. Сундук, все выкладывать. Можно для забавы дернуть дверь, конечно, пробежать. Пашет она или нет, но скорее всего нет. Тут все во льду. Значит, и в те локации мне не пускают. Блять, ну как все криво, а? Вряд ли я успею за этот стрим до конца пройти ее. Скорее всего, еще на один точно затянется. Я думал магнум выложить и взять с собой гранатомет. Нож, наверное, не пригодится. Вот это мы тоже выкладываем. Накрафченное добро. Магнум. Бля, ну если придется с этой здоровенной кишкой мудохаться, то надо что-то с собой же взять. Опять же, предпопье вот это. Что за хрень? Давай вообще посмотрим. Просто покрутить его, почитать. Пресс-папье. Используется для скрепления документов. И я не могу понять, для чего это может быть нужно. Но похоже, это как-то связано с корпорацией Umbrella. Это кубик. Довольно-таки странный кубик. Ладно, выкладываем. Так.
куча жуков. Но как от них нормально отбиваться, я хер его знает. И они, кстати, будут... они будут заражать этой херней, как его, отравление. Так что... давай хотя бы так. 3 слота свободных. Это, конечно, немного, но тем не менее. Скорее всего, та локация с кишкой. Там, наверное, еще что-то будет. Типа двери какой-то. Не знаю. Но она круглая. Там какая-то стрекоза или что-то такое. По-любому вот с этой херней надо как-то будет мудохаться. Ну, не зря она так долго тут ползает и прям норовит, типа, сожрать. Так, от первого удрали. Теперь второй. Нормально. Со второго раза получилось. То есть, когда ты здесь вот появляешься, этот зеленый, он там в воде сначала тусуется, а потом к тебе бежит. Все-таки интересно, конечно, что это за дверь такая? И не нужно ли для нее вот этот кубик? Они закрыты. Символ заражения, предостерегающий знак. Что это имеется в виду, хер его знает. Символ заражения. Так, а здесь у нас там лифт. Тут глаза. То есть уже у меня тупо 3 слота занимает то, что уже сейчас я нашел. Вот они как предлагают. Просто, блин, бегать туда-сюда. Свет-то не ближний. Берем крыло. Я взял одно. А нахера? Еще коридоры. Это кирдык, конечно. Быстрее. Но меня не траванули и ничего не сделали. Никак я не пострадал особо.
Чё-то шипит, но пока не нападает, значит уже лучше. Отчет о вирусе. Я продолжаю работу над вирусом Т-Вероника, полученным из матки муравьев. Чем больше я его исследую, тем больше поражаюсь его огромным потенциалом. Я наконец-то имплантировала вирус в мое тело и поняла, как использовать его силы. Я не допущу ошибку, которую сделал мой отец. Я буду подавлять активность вируса с помощью низких температур, чтобы мои клетки изменялись постепенно. Судя по моим расчетам, для выработки моим организмом иммунитета понадобится 15 лет, и тогда я смогу существовать. Ну или просто существовать с вирусом. А пока у меня нет другого выбора, кроме как поручить охрану капсулы моему глупому, но преданному брату. Для получения абсолютной силы иногда приходится рисковать. Когда я проснусь, я буду королевой, а вирус Т-Вероника поразит мир и превратит всех людей в моих рабов. Все живые существа на Земле будут служить мне. Тогда в мире установится совершенная экосистема, такая же как муравейники, но более масштабная. Ну, как обычно, планы грандиозные. Надо что-то взять, нет? Нет. Давай поднимемся наверх. Ага. Она, короче, в этой капсуле и тусовалась. На нем что-то написано. Алексия и я — две разные стороны монеты. Выполнено в форме Алексии. Кнопка в странной форме. Понятно. Сюда кубик надо. Блять, еще за кубиком пиздовать, твою же мать. Давай тогда в другую дверь сбегаем. Вот опять заново. На. Мы, короче, сюда глаза заберем. Нет, стой. Вот это вот зеленая же трава. Да, мы ее соединяем. Экономим место тем самым. Жесткое ограничение на инвентаре. Кстати, надо вообще осмотреть, что это такое. Крыло. Похоже, это крылья стрекозы. Похоже, это часть чего-то. Угу. Ну, из этого надо что-то собрать. Мега-стрекозу, наверное. Не знаю. Ладно, полетели в правую дверь. В левую, точнее. Они меня грызут? Да пока не особо, я смотрю. У меня на этот горшок травы места не остается. Портрет красивой женщины, основательница рода Эшфорд Вероника. Ни хера не вижу. Да, вроде идет. Так, и там тот еще лежит. Блин, ну тут нож бы пригодился хорошенько. Я его как раз выложил, но потому что из инвентаря тупо не помещается все. Отчет матка.
После нахождения остатков древнего вируса в генах матки муравьев я сосредоточилась на их исследовании и изучении. Экосистема муравьев кажется мне идеальной. В каждом муравейнике есть одна матка, а муравьи рабочие и солдаты являются ее рабами. Ради матки они готовы пожертвовать собой. Смерть матки муравьев означает гибель всего муравейника, однако пока матка жива, муравьев, рабочих и солдат можно легко заменять. Именно такие отношения между мной и всеми остальными людьми. Мне удалось создать вирус, имплантировав гены матки муравьев в вирус, который открыл Спенсер. В качестве подобного я использовала моего отца, однако, как я и ожидала, вирус привел к мутации, полностью разрушившей клетки головного мозга и ткани его тела. Более того, в его теле был создан особый вид ядовитого газа, на который не действует синяя трава. Это вынудило меня разработать сыворотку и поместить ее на хранение в склад оружия химикатов на втором этаже подвала. Блять. Вот, тут объясняют, где эта хрень лежит, но в оружейной там этого нет. Я решила назвать этот вирус, обладающий невероятным потенциалом Т-Вероника. Когда я узнаю, как можно применить возможности этого чудесного вируса, мои исследования будут завершены. Бутылка со спиртным, внутри еще что-то осталось. А к чему это? Так, меня не грызанули, ничего, все норм, да? Сейчас надо как-то с этим гавриком подразобраться. Да, зашибись. Отличный ракурс вообще. Просто замечательно. И никто не ползет, вообще не двигается. Но как только переключается камера, сразу же с двух сторон тебя атакуют. Ну, естественно. Дважды. Трижды. Сильно грызанули так. Ну, чисто на внимание. Но это можно исправить как раз вот тем вот сундуком, как его, горшком, который лежит. Ни хера не вижу. Компьютер, наверное, соединен. Понятно. Да все, я понял. Здесь бы свет включить. Тут наверняка что-то есть. Но типа без света он не видает ни хера. Патроны. Отлично. Как раз обойма у меня одна закончилась. Так, вон еще патроны. Чисто совершенно случайно я заметил. Ну, хотя бы ради патронов сюда можно было сходить. Да и все, короче. Бесполезная записулька. Стой. Вон еще патроны. Патроны же? Ни хера не вижу. По-моему, это патроны, но типа без света их не взять. Думаю, так. Ага. Выходим. Короче, что, надо возвращаться назад за кубиком. И козу, наверное, выложить, я не знаю. Других что-то загадок я пока не вижу.
Долго мотаться. Долго. Прям через всю локацию заставляет бегать. Это напрягает. А так, вентиль выложишь, он херак потом еще понадобится. Это я еще прямо не ходил. Кстати, у меня есть тут 2? Да, есть. Блин. Не знаю, что понадобится, просто поэтому проблема. Ладно. Стрекозу, короче, отставим. Вентиль можно выложить. Что у нас еще там лишнее? Понятно, сразу же улетаешь. И тут же прибегает зеленый. Все патроны на смарку, чисто потому что ты должен бегать. Мне случайно повезло сейчас. Да, блять. Честная хрень, кстати, на самом деле. Тебя мотыляют туда-сюда по локациям. Чисто из-за нехватки в инвентаре, нехватки места. Тебя заставляют и носиться туда-сюда через все. Ну, через все, блядь, локации. И плюс у тебя еще патроны таким образом вытаскивают, скажем так. Попал на луч, сразу же зеленый прилетает. Это как минимум несколько выстрелов из дробаша, либо где-то 15-20 патронов. Потому что так просто их не завалить. Ну, естественно, и он тебя еще может убить с 2-3 ударов, и беги тогда вообще с сохранения. Это прикинь, сколько надо мудиться тогда, чтобы туда-сюда побегать вот так вот и очень удачно, скажем, пройти все это дело. С таким кривым управлением это жопа вообще. Будет отстой, если еще туда и вентиль 8-угольный придется запихивать. Так. Вот это, по-моему, можно выложить. Наверное, пожалуй, я еще и сохранюсь тут. На тот случай, если что-то пойдет не так. Вот, наверное, вот таким образом мы все оставим. Возьмем с собой кубик. И там, наверное, какую-то комбинацию надо будет мутить. Стой. Пленка. В первой-то части из-за нехватки слотов в инвентаре приходилось прилично побегать по особняку. Но тут-то уже, блин, далеко не особняк, тут локаций гораздо больше. Они просто растянуты сильно. Это, наверное, все-таки дань уважения к оригинальной трилогии.
Вот. Не знаю, зачем пока стрекоза, но давай так сделаем. Сука, каждая дверь, каждая ступенька, блядь, прогрузится пока. Геморрой. Бегать туда-сюда. Сейчас мы еще посмотрим, что вообще после кубика получится. Может, какая-нибудь сволочь вылезет, которую нельзя будет с нынешним арсеналом завалить. И тогда придется это все дело заново бежать, уже чем-то более подходящим пострелять. Нет, давай мы не будем так делать. Это нахер опасно, как минимум. Потому что зеленый может появиться потом, когда я в обратку буду идти в этом же коридоре. Тут и так-то сволочей хватает на бегу. Так что Quick Save, Quick Load рулят в этом плане. Там, если я не ошибаюсь, когда ты подходишь к этой херне, которой надо кубик вставить, у тебя там пароль написан. Вроде как. Так, глаза мы, наверное, попозже эти возьмем все-таки. Мне кажется, они соединяются со стрекозой. Раз в стрекозе есть такие углубления с какими-то драгоценными камнями, возможно, туда и глаза, наверное, как-то можно в общий механизм запихать. Не знаю пока точно, как это работает. Так, все понятно. Мне еще отравление, да? Нет? Что-то я взял, все выложил. Ну ладно, посмотрим. Сначала с кубиком надо определиться. Так, на нем что-то написано. Две разные стороны монеты. Выполнено в форме имени Алексей. Законспектируем мы это дело. У нас черви, потом пики, потом две буквы А и корона. Допустим. Кнопка в странной форме. Нажать ее. Надеюсь, я нажал. Так, и третья А, и потом корона. Ничего не случилось. Давай кубик туда захерачим. Не стоит применять. Ой, серьезно. Стой. Как это работает? Может, кубик сюда поставить? Если я вообще сюда пришел в целом. Не стоит.
кнопок, ни хера нету. Бля, я рассчитывал, что туда кубик можно ставить. Что тогда надо от меня? Именно в этой комнате. На нем что-то написано. Две разные стороны монеты. Попробуем в обратную тогда последовательность. Вот так. Потом вот так. Вот так. Вот так. Ничего не случилось. Туда что-то надо запердолить, я не понял. Либо идти там, где у нас зеленый ебака тусуется. Туда этот как-то кубик захерачить. Давай так. Тогда типа тут делать нечего. Там вот я еще единственную дверь не проверил. В первой части было как? Ты типа один глаз достаешь, вставляешь точнее. У тебя поворачивается. Чик-чик. Вот. Совмещаем вот так. Теперь он четырехгранный, да. Право. Для магнума. Ну, оставим пока, может быть, они потом пригодятся, может быть, даже поочередно. Не знаю. Они тем самым еще больше, по-моему, меня запутали. Так, четырехгранный вентиль, я зато знаю, куда приспандорить. И два предмета лишних получается. Сейчас попробуем просто экспериментально дернуть вот здесь вот дверь. Не тут. И не тут. Короче, надо в сторону аквариума туда шарашить. Там, где у нас оружейная лаборатория. Так, вот эту штуку берем. Раз. Вставай, товарищ. Второй. Ну и третий. Догоночку. Так, посмотрим, что вот это за дверь. Я в прошлый раз ее дергать не стал. Тут еще что-то блестит. Кстати сказать. Давай сначала эту хрень, короче, включим. Лошадки. Ага. Тут у нас еще одно крыло. Крыло номер 2. Наверное, таких крыльев будет 4. У нас же только 4 крыла, правильно? Он вот здесь спускается.
Нет, не спускается. Давай туда, где блестит. С ебанского ракурса, конечно, это все видно. Но, по-моему, где-то вот тут. Второе крыло. Они плюсуются, кстати сказать. 4 крыла, и надо как-то туловку потом надыбать, глаза, может быть. Короче, каждую комнатку желательно будет осмотреть. Значит, получается, кубик сейчас лишний. Ладно, пока не забыл, давай ее возьмем. Вообще без понятия, нахрен мне его дали и что он такого несет в себе. Короче, кубик пока вообще не в тему. С стрекозой даже, по-моему, более-менее понятно. Заебись. Локация еще больше. Так. Короче. Прежде чем сюда идти, наверное, лучше применить четырехугольный этот вентиль, потом, бежав сюда, замочить один раз, потому что он может встать, когда я сейчас обратно побегу, замочить, собрать крылья и уже исследовать этот замок, который в Антарктиде, мать его. Что за хрень вообще? Это займет много времени. Блять, не то. Так, совмещаем вот эти два. В принципе, кубик тоже можно выложить. Не знаю, когда он пригодится. Почему-то в Антарктике есть особняк, где типа не холодно, в котором лаборатория, особняк, что-то каша какая-то вообще. Просто каша из локаций. Почему они так им мешаются, нахрена? Что делать? Будем бегать? Да, сюда. Ну то к этому чуваку мы тогда пока не идем. Так как там все, в принципе, исследовано. Скорее всего, там рядом, где вентиль, короче, надо применить. Оп. Неплохо. По-моему, вот тут. Вот тут у нас вентиль применяется. Там, где надо квадратный вентиль запихать, скорее всего, мы там этот вентиль на месте оставим. Возможно, там уловка от этой стрекозы будет. Как вариант.
он там, кстати, оставил. Но надо будет подойти и попробовать его взять. Может пригодится. Это ключ от крана? Да. Гигант. Ах ты падла. Ну, блядь, какого хуя? Он приседает и лупит меня. Падла, а? Давай-ка еще разок. У них бывает такое, когда они приседают и начинают тебя херачить. И типа с этим вообще ничего поделать не можешь. Где-то тут он приземляется. Стоять. Попробуем вот так его взять. О, теперь я готов к этой херне. Давай. Хорош. Че он так не вылезает? Слушай, я рассчитывал на стрекозу, на самом деле. Вентилек заберем? Не заберем, видимо. Все, да. Тогда развилок еще больше. Сейчас мозги нахрен потекут просто. То есть там впереди еще часть особняка. Плюс еще какой-то ключ-кран, короче. Квестовых предметов у нас ключ, кубик, стрекоза. Ёбнулся. Просто жесть. И развилок до хрена. С учетом того, что, наверное, еще и кишку мочить придется. Ну, по идее, ключ-кран он единоразовый, как бы его вставишь и все. Но вот там у нас жирнючий паук шароебец. Носферату или это? Кто Батька мог это достали. сделать? Зашибись. Дал желать. Алексия, Вот как я избавляюсь от ненужных букашек. Хочешь полетать? Как ты хочешь умереть? Паук трахнул в кабину. Тихо, дай встать-то. Блять, патрон мимо. Отлично. Так. Короче, Склифосовский. Я вот опять, я запутался просто в последовательности. Мне надо идти в особняк, либо паука мочить. Тут же ни хера не объясняет. А потом бах-бах, катсцена, и ты такой сидишь уже, блядь, хуяк, и ты вообще в Антарктике.
И патронов нету. И делай, что хочешь. Я знаю, давай, короче, наверное, тогда приготовимся все-таки к замесу с пауком. Там еще может Носферату, блин, нажить. Они же запросто могут сделать пару боссов подряд тебе. Просто так. Нахер патроны давать? Пару боссов. Магнум, кстати, можно использовать. Кубик, короче, в жопу пошел. Давай гранатомет мы, наверное, возьмем. С зажигательными. И вот кислотные. Ну, кислотные, наверное, нет. Давай, наверное, зажигательных возьмем и обычных. Зажигательные сразу зарядим, обычные на потом. Пули к магнуму, это можно выложить. Вот как-то так. Ключ от крана используется, и потом всех дел. Вот это мы можем выложить и возьмем с собой лучше хилов. Паук, потому что борзый. Мы возьмем вот так вот, допустим. Вот так вот. И давай спрей, наверное, один. Пригодится. Типа 3 мощных хилки. Одна средненькая и 2 максимальные. Попробуем так. Да, поехали. Можно даже сразу же. Угу. Нет, я потом лучше сбегаю сюда еще разок, выложу лишнее, чтобы потом в особняк уже идти со спокойной душой. Потому что в особняке неизвестно сколько комнат. Он может быть такой же здоровенный, как и в начале игры, допустим. То, что там, блядь, еще там развилок 15 добавят тебе. Сейчас главное, короче, паука завалить. А там как карта ляжет. Еще надо будет, наверное, как-то придрочиться, блин, его мочить. С первого раза вряд ли получится. Пропускаем. Я не знаю, попадаю. Нет, не попадаю я ни хрена в него. Как-то вот. Так, тупо. Понятно. Ну, один раз стопудово я в него попал. Раз. Два. Кажется, 3. 4. Не знаю. Всего 6 выстрелов. Тихо. Чё он сразу не стал заряжаться?
Ну, сейчас я стопудово попал. Хорош. Подох, да? Отлично. Короче, ёбаем до травы. Нам нужно синее. Определенно синюю сожрать. Надеюсь, у меня дури хватит добежать до нее. Ну, в принципе, 6 зажигательных и 1-2 выстрела обычными гранатами пауку хватило. Сейчас еще полечимся, наверное, 2 травами. Ну, либо красным с зеленым. Потому что отравление это все не снимет. Он меня долбанул хорошенько. Спрей туда тратить не будем. Терпи, мужик. Что делать? Надо, кстати, возле паука посмотреть вообще, что там есть. Так. Где у нас синяя, зеленая, зеленая, зеленая? Вот синяя трава. Пользуем сначала ее. Применяем. Он в опасности. Ну и вот так. Все, норм. Хилки мы выкладываем, патроны тоже. Гранатомет тоже, я помню. Оп. Что у нас тут остается? Ну, сейчас по-любому к особняку надо идти. Там у нас стрекоза, вот эти вот крылья, короче. Тут все. Значит, что? Мы берем с собой. Нет. Блин, тут и люгеры могут пригодиться, мать ее. Кейсы вообще не вскрыть, потому что я где-то отмычку просрал. Нож нет. Это вообще можно выкинуть нахрен. Вот это мы берем. Пистолет с патронами. Берем. Угу. И все. Как-то так. Я вам без оружия, да, бегу? Надеюсь, там, где кишка здоровенная, и там, где эти всякие жуки и так далее, а мне туда не надо. Типа там код написали, вот который я срисовал. И все. Кубик, наверное, попозже надо куда-то будет запердорить, пока не знаю куда. Сейчас, короче, честно, в сторону особняка. Там у нас что, крыло, трава. Что-то еще там мигало в этом фонтане, по-моему. Вот здесь еще надо посмотреть. Может, что после битвы с этим высыпалось. Паук исчез. Ни хрена нету. То есть это катсцена ради катсцены, короче говоря. Но, по-моему, по катсцене тут что-то зеленое с Носферату. Вот. Что это такое? Серьга Александра. Может, к этой хрени потом крылья приделать? Ну-ка, стой. Смотреть. Похоже, камень можно вымыть.
Слушай, такие камни у нас были в глазах тигра. Как вариант. Ну все, в лужу он, естественно, не полезет. Так что можно попробовать какой-то из камней вытащить, вместо синего зеленый поставить, или вместо красного зеленый. Может быть, лев у нас по-другому вращаться будет. Кстати, наконец-то эти сволочи исчезли, которые больше всего напрягали. Тогда надо в сторону лаборатории сначала идти. Проверяем теорию вот этих вот камней. Показали точно то, что камень выпал, я его подобрал, и он, мать его, зеленый. Сейчас мы его в этом тигре попробуем поменять. Вдруг что-то полезное подадут. Если отмычку, то будет вообще шикардос. Такое ощущение, что у тебя, если ты просрал возможность получить отмычку, то все, никогда ты ее больше не получишь. Как бы одна отмычка на всю игру — это такое себе. А вот эти вот камни, они как будто не стоит применять. Только эти камни подходят. Давай правый попробуем. Ну, чисто в порядке бреда. Но они вот как половинчатые. Зеленый типа целый, а красный с синим они как напополам разделены. Значит, теория неверна. Ну и хрен с ним. Тут недалеко бежать. Кстати, а крыло с этим камнем работает? Нет. Нельзя. Ладно, потыкали в особняк, короче. Короче говоря. Сразу же дробаш. На здоровенного паука, наверное, вообще не вариант было с дробовика валить. Можно было бы в принципе... А, нет. Вообще его по-любому надо убивать. Тут гадалки не ходи. Бам. Это раз. Это два. Это три. Хорош. Так, у нас здесь, вон там, крыло блестит. Здесь трава. Да, все равно. Ее все равно надо брать. Она как бы нужна. Ну хорошо, что крылья плюсуются. Так, вроде ничего не блестит. Ну, такое ощущение, как будто я где-то одно крыло пропустил. Три крыла.
Может, на карусельку, не? Не хочет. Прям вот маленький каждый предмет надо осматривать. Да, окей, они блестят, но ты же это можешь пропустить просто элементарно. Я вот даже это растение не сразу заметил, которое возле двери лежало. А тут еще целое особняк, походу. Так, ну давай, короче, вот с этой стороны начнем все отбегать потихонечку. Здорово, подожди. Тут сеструха пришпандоренная. Давай, наверное, сначала наверх посмотрим, потому что запустится кат-сцена. Вот тут еще можно дернуть дверь. Закрыты. На скважине нарисован предостерегающий знак. Ага, это там, где статуя проваливалась в пол, это обратный ход. Короткий путь, короче говоря. Может, у сеструхи в Липоне третья стрекоза спрятана. Фотография близнецов и их отца. Открылось 3 отверстия, они в районе пальца мальчика. У уха мужчины и груди девочки. Ну сюда вот мы эти и будем вставлять, наверное. Опа. Что-то куда-то получается. Добрый день. Здорово, Вольфот. Что-то я в мужика вставил. Ну, в смысле, камень. Странно, но это работает. Хотя там что-то писалось про эти, какого. Вот. Что это такое? Опять нож. Ну, вы даете. Это 3-й нож за игру. Прям можно по ножовщину устраивать. На картине написано что-то про эти, какого, про крылья там, по-моему. Фотография близнецов и их отца. Открылось 3 отверстия. Они в районе пальца мальчика, уха мужчины и груди девочки. Значит, 3 камня надо сделать. Куда запихать? По-прежнему закрыто. А нахрен тогда мне эти стрекозьи крылья? Их как-то можно между собой совместить? Нет. И ножом их не порезать. Ситуация. Ладно. Систер так висит. Это Клэр. Она находится внутри кока. Нужно то, чем его можно открыть. Понятно. То есть, чтобы ты не пердорил обратно к сундуку на начало локации, вот на тебе нож. Спасибо. Давай. Ее так надо резануть. Ку-ку. Нам еще Стива надо найти. Тогда будет full house. Клэр. Семья в сборе. Крис! Я так по тебе соскучилась. Я знаю, но нам надо уходить отсюда. Но Она без сейчас Стива не мы уйдет. должны найти Стива. Кто такой Стив? Один парень, с которым мы вместе Да уходили там. с острова. Но когда на нас напал монстр, мы разделились. Значит, Стив где-то на территории этой базы? Я уверена в этом.
Почему тут всегда такой дебильный Это смех? Алексия. Алексия. А если вообще это Алексия? Да не Алексей это, уже давно. Уже почти настал час для вас генетически измененных образцов. Опять у нее эта винтовка. За ней. Она может знать, где Стив. Идем. Это кишка, что ли, отжила? Либо кишка, либо Алексия своими щупальцами прям через стенку бьет. Хотя она их могла просто замочить. Ну ладно. Скорее всего, мы сейчас, да, будем играть за Клэр. А Крис, короче, Крис! за кадром. За него как-нибудь потом. Да, все, ножка болит. Нет! Иди, со мной будет все в порядке. Но Крис... Ты должна спасти Стива. Ну, видимо, он должен был сказать «иди», но озвучка прекратилась на это. Замечательная озвучка на это прекратилась. По идее, если бы я знал то, что меня обратно переключат на следующего персонажа, я бы уже спокойно все выложил. Но отлично в том, то, что я сэкономил хорошенько на патронах там и так далее до этого. Если бы не сэкономил, была бы труба. Плюс у меня еще 30-ник, точнее 90 стрел у меня там еще в сундучке припрятано. Короче, вопрос на миллион, где взять отмычку второй раз за игру. Если ты первый раз ее просрал, не зная то, что тупо элементарно как-то надо возвращаться в самое начало игры, когда ты уже прошел почти середину. Это странно. Давай-ка мы мегахилку сделаем. Поэкономим инвентарь. Покоцаться на одну зеленку. Ну, давай так. Не лишним будет. Вот опять дает патроны для дробовика. Но самого дробовика Клэр никто не даст. Это значит то, что она будет просто собирать патроны, скорее всего, для Криса. Вот что мне сдается. Типа тебя переключают на одного перца. Будьте добры собирать для него оружие. Переключает на другого. Давай так. Выкладываем. Да, спрей, вот это вот все. Ибо пригодится. Патроны, да, для карабина тоже уходят, потому что, ну, он тупо сам карабин у Криса. Берем с собой вот это дело. Ну, большая досада, что отмычки нету, но зато есть оружие про запас разное. Все. По идее так. Это как-то можно двинуть? Да, это можно двинуть. И что они предлагают сюда повесить? Бля, ну можно, конечно, попробовать запердолить туда автомат. Ну чисто вот в порядке бреда, эксперимента ради. Ну тут дробовик нужен. Зачем может быть этот крюк? Известно зачем. Стой. Примени. Не хочешь.
Ну и ладно. Значит, или дробовик, или подобие дробовика дадут попозже. По крайней мере, я на это надеюсь. Но, как правило, ты тут 90% игры ты носишься с пистолетом, как мудак. А если просрала отмычку, как в моем случае, то ты вдвойне мудак, и у тебя еще и подсосный ствол. Так, ну, в первой части мы вот эти вот хреновины могли двигать. Там такой же коридор, только окон не было. Стоять. Надо ракурс был выбрать. Да, я это должен был угадать, что ли? Стоять. Давай попробуем все-таки сдвинуть. Не хочет. Пробегаем. Ой, не достало. Вот так. Ножом бы, конечно. Да боюсь, зацепит она это. Залупа меня. Думаю, четвертый нож за игру тут тебе не дадут. Закрыто с другой стороны. Угу. Да вы заебали. Пиздец. Нет. Стой. Такое ощущение, что пройти эта штука мне не даст. Угу. Давай попробуем пострелять с арбаля. По стенкам брызгает. Значит, вроде какой-то урон есть. Угу. То это чёрт-чупальца можно потом выносить. Тут сейчас и так геморроя будет полно. Постоянно мы по одним и тем же локациям перебираемся. Только по-другому они сделаны немного. Устройство СК. Замок закрылся. СК это, наверное, СК имеется в виду закрытие камер, там, наверное, контроль камер какой-то. Думаю, так. СК. Ну, или подачу энергии надо на него, или что-то в этом роде. Потом у нас эти ребята все повылезают. Блять. Ага. Ну и вот, конечно же, естественно, кто-то тебя грызанет. Хорош. Короче, просрать, я думаю, сначала весь арбалет, потом уже пистолет пойдет. Так. Все. Да, все, мужчина лежит. Давай проверим, что у нас тут есть. Скорее всего, он встанет.
Ладно, пусть лежит. Не думаю, что он с собой там прикрывает, допустим, пачку патронов какую-то очень полезную. Вот этот чувак у нас попозже выйдет. Пиздец. Че так дохуя развилок-то? Очень объемная игра, короче. Прям вообще. Она гигантская, надела. Это такое? Файл охраны. Самый важный секрет семьи Эшпорт хранится в лаборатории. В качестве предосторожности я установил в центре управления систему самоуничтожения и ввел ее код активации в компьютер. Так, после его ввода все двери будут открыты для обеспечения доступа к аварийному выходу с помощью лифта, напрямую соединенного с ангаром. Покинуть лабораторию будет довольно просто. Запомните, что в качестве кода активации я ввел имя нашего прекрасного предка. Слава роду Эшварду, Александр Эшвард. Бля, как батю-то зовут? Я не помню. Ручка. Повернуть. Пока нет. Не будем торопиться ручки крутить. Угу. Еще 30-ничек арбалета. Даже больше. 120. Отлично. Можно много убить зомби. Ну давай крутанем. Чем черт не шутит? Погоди, это ловушка какая-то? Угу. Это вот как работает. Понятно. Еще раз. Старая пушка модели Magnum. И все. Если ты из-за кривого управления где-то запнулся, то бипис, да? Кристалл. Отполированный кристалл. Внутри него карточка. Ее можно достать, разбив его. Ну вот этой хренью мы сейчас его, наверное, как-то и достанем. Это единственный момент. Ну я только здесь его вижу, как применить. Все, и валим. Она сама это сделала. Теперь его надо как-то по-резкому взять. Угу. Заебись подъебка. Вон его не берет. Надо как-то это говно отключить. Так оно цепляет. Да ёпта. Ну так можно прикольно зомби давить. Ну типа подманил его, а он его раздавит. Карточка, да, взял. Бежим теперь. А все? Странно. Ну ладно. Давай смотрим. Карточка СО. Для открытия замка охраны. Какого именно замка?
Тот, который вот большие двери внизу, или который имеется в виду вон в той двери. Ну это лифт, скорее всего. Тут еще один проход, блядь. Сейчас я вспомню. Что там у нас вообще? Там лестница. Ну-ка, вот здесь. Давай попробуем эту карточку применить. Может пригодится. Что-то мне сдается, то что еще стрима, наверное, 2-3. Устройство искаем, замок. Да, вот она карточка. И все закрылось там? Замок закрыт. Рано. Рано я применил. Давай сначала здесь все осмотрим. Лифт аварийной эвакуации включен только в случае аварии. Это хорошо. Развилок меньше, давай наверх. По идее, я сейчас обратно должен в особняк вернуться. Пиздос, я уже запутался. Еще какие-то двери, аж три штуки. Тут у нас, по-моему, кишка заканчивается. Это система охраны для пусковой установки. В случае аварии она откроется автоматически. Как понять, пусковая установка? Это типа как катапульта работает, что ли? Ну там он кишка, походу, закрыт. Вот мы сюда, короче, отверстие в форме стрекозы. Вот сюда мы крылья собирали, которые у Криса вообще в инвентаре. Нам, скорее всего, Криса надо будет вставлять. Потому что ни туловки, ничего не дали. Самая длинная часть. Я думаю, Код Вероника это, наверное, первая и вторая части оригинальной Резидентов вместе взятых. Ну, именно по продолжительности. Это уже 5-й стрим по 3 часа. То есть уже 15 часов на игру ушло. Я думаю, где-то примерно еще столько же. Ну, может быть, 10. О, Стив! Ну, охуеть теперь. Стив? Стив! Он этим, кстати, Клэр. топором пирамидоголового прижал. Ну, он же батя, он же Носферату. Я не могу. Кто это с тобой сделал? Эта сумасшедшая девушка сказала, что хочет провести на мне тот же самый эксперимент, который претерпел ее отец. Она совершенно безумная. Умная. Ебать, озвучка случилось? топовая вообще. Да у него там горлолом. Клэр, я не могу дышать. Клэр, помоги. Клэр! Он, короче, в палку превращается. Палк теперь ломать.
Сейчас будем убегать, наверное, от него. Ну да, Халк. Подожди! Ну да, он-то подождет. Нихуя. Подожди-ка. Действительно, подожди. То есть там опять инверсия получилось. Надо как-то очень быстро развернуться и бежать. Блять. Ну как бежать-то нормально? Просто две подачи. Можно. Заебись. А если у тебя сохранение, прикинь, да, было бы часа 2 назад. И все, и делать что хочешь. Блять, вы охуели что ли? А че он такой ёбнутый? Да ебаное кривое управление, тебя мотает, блядь, из стороны в сторону. Надо очень четко, быстро повернуться и топить за всю хуйню рыбацкую. А как? Нет, стрелять в него походу не варик. Ну а так он догоняет. Стивен, ты чё, охуел? Ну я не могу уйти от второй подачи, это странно. Может, кнопку надо доломать? Нет. Нет, дело не в кнопке. Он тебя догоняет на второй подаче. Какая-то хуйня. Давайте, наверное, перекур. Ну их в жопу. Сейчас я подойду скоро.
Ну давай посмотрим, откуда нас просто это загрузят. Походу его просто без аптечек не пройти. Так. Значит, давай отсюда. Бля, сейчас еще карточкой возиться. Ну, отодвинем. Крису меньше работы. Вот поперло это шкаф вообще. До конца типа можно его толкать. Перестановка мебели. Нам на этого урода надо очень много хилов. Оставляем эти патроны. Так, спрей. Берем с собой только колчан. По идее, я только им пользовался и все. Где-то еще было 90. Вот как-то так. Его типа ничем не завалить, ничего не сделать. Давай, наверное, одну траву мы возьмем, чтобы сейчас похилиться, чтобы согнутым не гонять. Вот так. Применяем это, совмещаем. И вот это совмещаем. По идее, 3 хилки должно хватить. Но это не точно. Так. Попробовать здесь пробежать тоже не получится. Хорош. Кусок вот именно из этого босса, но кто знал то, что, блин, все хилы надо на него спустить сейчас. Если мне вообще 3 хватит. Так, тут мужчина у нас. Подождем его. К сожалению. Сейчас, по равне немножко выйдет. Парочку лишних, ну ладно. Подох? Да, подох. Так, вот здесь у нас, по-моему, пустая камера. Да, тут ничего. Идем наверх. Добываем карточку. Но сначала мы берем вот эти дела.
Как-то странно, конечно, карточка это добывается. Берем, читаем, бла-бла-бла, вот это вот херня. Так он не хочет его применять. Так ее давит. В смысле нет? Ты чё, охуел? Надо типа в центр зайти. Так она хочет его применять. Странно. Долго задерживаюсь. Быстрей. Теперь аккуратно пробегаем. Да. Карточка у нас. Топаем в комнату охраны. Наверху там, в принципе, делать нечего. И как раз у нас этот финальный клоун. Да-да-да, замок открылся, закрылся. Это можно пропустить. Это тоже мы пропускаем. Итак, пиляемся. Нет, давай-ка вот так. Еще. Ну, короче, два раза надо полечиться, чтобы от него свалить нормально. Халк, теперь ломать. Ну все, Стиву, короче, пизда. Тут прям экшен, да, катсцены пошли. Опять ее поймали. Что за дура-то, а? Ну сейчас Халк ее освободит. В нем, наверное, что-то человеческое осталось. Ну да, он узнал. Клэр! Какие у него? О, Стив. Вот что пиздюли животворящие делают. Он сразу же, короче, очухался и превратился в человека. Странно, его только разок долбанули об стенку. Ты теплая. Стив, ты должен продержаться. Мой брат пришел спасти нас. Мы выберемся отсюда. Твой брат сдержал Мудак. свое слово. Мне очень жаль, что я не смог. Что ты говоришь? Какого хера? Я рад, что встретил тебя. Я люблю тебя, Клэр. Любовь. Рунь. Стив,
Стив! Стив! Так и подох. Угу. Теперь опять за Клэра. За Криса. Ну, наконец-то я нашел тебя, Алексия. Идем со мной. Она, Ты походу, виновата в накуренная. создании вируса, Вероника. А теперь единственный живой образец остался в твоем теле. И мне он нужен сейчас же. Серьезно? Ты Серьезно? Да, недостоин серьезно. чести иметь его возможности. У нее зуб на шее. Ща мы его возьмем. Симпатично. Короче, зеленого жука я взял. Красный у нее упал только что. Синий надо как-то надыбать. Готическая пойдешь со мной. музыка. Она что, второго не видит вообще? Крис! Васка. Крис, поскольку ты один из моих лучших людей, я доверю тебе удалить эту проблему. Ах ты падла какая, а? Ты съебался. Зашибись, а ты типа мочи ее сам. Как хочешь. Шикарно что-то. Надо нос переключить, а то вот это ваншот. Ладно, так, стоять. Ну да, тут только дробовик, наверное. Блять, у меня одна килка реально. Валим. Да, блядь. Она тебя ловит и ваншот. Может быть, есть вариант вообще от нее свалить. Вот сюда. Закрыто. Травит еще. Но медлительная. Кто знал, что тут такие боты просто один за другим. Все. Не то. Сразу же.
провали нахер эти нет. Пиздец, и огнем, и травит. Все сразу. Ай-яй-яй. Ну, примерно по 3 раза я успеваю в нее стрелять. Сука. Не верю, она не замочилась. Давай-ка мы вот так сделаем. Она по-любому встанет. Уже. Нет, слушай, музло закончилось. Кромешная тишина. Ну, такое себе. Галстук взяли. Сейчас мы отсюда достаем камень. И это красный. Сразу в картину его, чтобы инвентарь не занимал. Надо где-то быть синий. 3 отверстия. Почему 3? Ну ладно, хотя. Сейчас попробуем в обход, конечно, двинуть. Угу, и в обход никак. Шелест Руслан. 20 лет этой игре. Да, Руслан, ты прав. Если не больше. По-моему, 20. Ну, до хрена, короче. Все равно закрыто. Так, давай-ка мы на пистолет все-таки. Короче, что, надо... Да, она естественно, она встала. Я вот тоже, мне что-то не очень верилось в то, что она не сможет подохнуть. Точнее, она сможет подохнуть. Как-то, сколько там, 9 выстрелов дробовика, как-то не очень внушительно для такого босса. Она, скорее всего, будет финальным потом. Надо вернуться назад к сундуку, взять там кубик и херачить кишке вот этой вот в лаборатории, откуда она появилась. Как-то код ломать, я пока не знаю, что там за код. Там у нас 4 символа. В какой последовательности их вводить, я не знаю, надо думать. Пошерстим по документам, как говорится. Вот без вариантов. Сейчас вообще надо посмотреть, типа, какие квестовые предметы. Ну, кроме стрекозы 3 этих, у меня ни хрена нету. Заебись. И проход завалили. А, нет, подожди, все верно. Тут у нас просто паук упал. Короче, валит паука, тебе дают зеленый камень. Валишь Алексию, ну точнее так чисто, коцаешь Алексию, скажем так, тебе дают красный кристалл. По идее, по логике вещей, на синий кристалл должен быть тоже босс. Сейчас надо будет с собой всякой фигни набрать, наверное. А, блин. Удивительное кривое управление. Мне его вот так вот в Silent Hill'ах хватило. Честное слово. Еще одна причина, почему я не хотел, ну и не стал проходить оригинальные резики. Потому что это полная жопа. Так, отсюда, значит, что? 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 Отсюда, значит,
можно выложить, но он ни к чему, я думаю. Давай мы, наверное, вот травы возьмем. Только смесь, наверное, красную, ой, зеленую и синюю, потому что мы идем к жукам. Они типа травят. Дальше. Пленка, да. Пленка сейчас мы выложим. Это сюда. 3 ножа, охренеть, собралось. И вот. Как-то так. Больше квестовых предметов нету. По логике вещей, типа 3 камня вставляешь, наверное, какая-то проход откроется, и типа ты туда пробегаешь, и дальше уже счастье. А зажигалки у меня же нету, да? А у него вообще даже слотов под зажигалку нет. Да, зажигалки нет. Зачем-то люгеры вообще один дали мне еще. Это я не понял нахрена. Короче, когда ты первый раз ее проходишь, нормально пройти ее не получится. Со второго раза может быть. Потому что ты уже типа знаешь, какие предметы, куда у тебя пригодятся. А так очень все запутано, и тебе точно не знаешь, в какой момент, куда тебе пойти, по какой развилке, какой предмет куда засунуть. И тебя сразу же, допустим, ну там, если ты в неправильной последовательности запихиваешь какой-то предмет, у тебя сразу же начинается катсцена, и ты с ним ничего типа поделать не можешь. Потом херак, и ты уже где-то там находишься, что тебе тупо не выбраться оттуда. Сейчас посмотрим, что с кубиком еще. Возможно, загадка типа имя папаши по первым буквам, которые были в символах. Но тогда типа надо знать, как по-английски, к примеру, пики. Или там по-английски корон. Не знаю. Кстати, зеленый пропал отсюда, с этого коридора. Вот эта дверь откроется? Закрыто. Короче, получается единственных 2 квеста. 2 квеста. Это у нас со стрекозой и с этим как его? С кубиком. Кубик этот надо как-то сейчас запекать. Скорее всего, кубик у нас висит на брате. Типа батя зеленый камень. Сестра красный, брат синий. Брат, по идее, у нас подох только вот тут. Бля, что так дохуя-то вас? Меня хоть не траванули? Нет. Я пленку забыл выложить. Плохо. Брат у нас вот здесь подох, когда сестру свою достал из капсулы.
На нем что-то написано. Алексия, я две разные стороны монеты. Выполнено в форме имени Алексии. Подожди. Пробуем. Вот вообще выйти можно? Нет. Вот сначала давай кубик запихнем. Нет. Совместить? Нет. Алексия, я две разные стороны монеты. Выполнено в форме имени Алексей. В обратной последовательности не получается, то есть в зеркалке не выйдет этот пароль ввести. Давай попробуем вот так, потом вот так, потом у нас идет две кнопки А, ну, вот так, короче, и вот так. Ничего. На кубике у нас... Давай-ка посмотрим, что на кубике нарисовано. Ну вот отсюда вижу то, что знак вот этот Biohazard, потом корона, две буквы А. Блин, а там до хрена же символов тогда. Тут и пики, и всякая херня. Так, слушай. Вот пароль как раз тут и написан. Вот когда ты крутишь вот так, получается то, что у нас выгравировано. Ну, то есть в пароле написано. А если имеется в виду обратные стороны монеты, тогда если в обратку крутим, ну это понятно. Сейчас попробуем, короче, вот в такой последовательности. Сердце. Потом знак вот этот Biohazard. Две АА. И потом амбрелловский. Это вот с этой стороны. Попробуем потом в обратку. Получается амбрелла, АА, сердце. Umbrella, потом, хотя нет, так, потом вот это, потом вот так и Umbrella. Ничего не случилось. В обратку. Umbrella. Потом вот так. Вот так. И сердце. Тоже ни хера. Отпадла.
Раз, два, три, четыре. Блин, ну тогда если с другой стороны, то может быть вообще куча комбинаций просто. Это если с одного знака, с другого знака тоже. Вот так тогда пойдет. То есть комбинаций много. Аварийная дверь, камень биологический, та-да-да-да-да. Коды из 4 цифр. Надеюсь, вы уже не забыли. Я только что получил от системного отца. Это не то. Да. В голове. Это про картины, файл охраны. Это вообще не то. По-моему, это руководство. Отчет матка, может. Нихера. Загадка в кубике. Но в какой последовательности этот кубик смотреть? Вот в чем засада-то. Короче. Корона. Червы. Пики.
Почему именно в обратную? Ну, в обратку это не работает. Червы, пики. Пики, червы. Ладно, хрен с ним. Сюда кубик кладем. А тут у нас брательник запаянный. Вот у него синий камень. Это надо было чуть раньше эту загадку решать. Там получается, короче, как? Почти в обратном порядке ты вводишь этот код. Металлическую оправу, жемчуг достал. Окей. Надо еще что-то собрать. Он уже мертв. Ничего вроде не блестит. Все, валим мы, короче, отсюда. Надеюсь, я ни одно крыло не подпустил. Они тоже могут где-то быть еще запрятаны. Блять, я запутался в этих звуках. Ладно, в принципе, нельзя с собой хилку брал, эту вот помешанную с синей травой. Надеюсь, пригодится. Пользуемся, короче, хренью этой. Все, топаем в особняк. Точнее, даже это, по идее, не особняк, а какая-то пристройка, я не знаю. Скорее всего, через проход этот не получится. По идее, тут должна скоро концовка-то быть. Коль тут все складывается-то так. Брательник помер, это тоже сестра по щам получила. Клэр нарисовала, Стив подох. Давайте мне проход куда-нибудь. Ништяк. Он тут не один. Ну, шикарный угол обзора, конечно. Просто с копыт. Даже не подох. Нет, слушай, как-то подох. Либо тот встал, который я мочил. Нет, и даже не этот. Ладно, допустим. Когда я успел третьего-то завалить? Чувак. Подождем его.
Сейчас он там раздуплится, развернется. Все, вроде никто больше не таскает. Давай к предметам подходим. Ну, скорее всего, четвертое крыло стрекозы, наверное, где-то тут. Потому что все там комнаты я обошел уже. Не знаю. Будем посмотреть. Отчет код Вероника. После многих лет исследований я установил элемент, определяющий наследственность интеллекта человека. Мне даже удалось искусственно изменять значение интеллекта, изменяя основной состав данного элемента. Потом я получил ген Великой Вероники и, модифицировав, имплантировал его в неоплодотворенную яйцеклетку суррогатной матери. Но я не ожидал, что на свет появятся близнецы, мальчик и девочка. Интеллект мальчика был выше обычного, но не таким высоким, чтобы считать его гением. Однако девочка обладала высочайшим интеллектом, позволяющим считать ее гением. Она именно то, чего я хотел, и позволит нам возродить нашу основательницу. Я уже придумал им имена. Я назову девочку Алексия, мальчика Альфредом. Я уверен, что Алексия поднимет славу рода Эшфорд на недосягаемые высоты. Так, его, значит, Александр зовут. На тот случай, если я вдруг запамятую, потому что память у меня на имена у меня никакая практически. Похоже на какую-то панель управления. Ну вот трава. А слоты-то есть? Ну, в принципе, тогда. Стой, давай-ка мы перезарядимся, то что-то с одним патроном не очень бегает. Я бы, конечно, еще и этот выложил. Ленту как-нибудь по возможности. Что у нас еще? Электронный микроскоп, вся херня. Да, тут, наверное, больше делать нечего. Пошли, вот посмотрим, что тут. Тут у нас лифт какой-то. Скорее всего, на этаж выше. А это на этаж еще выше. Открыл дверь. А какая у нас была закрыта? Угу. Стой, там сундук. Сундук, только назад надо идти. Я понял, давай. Ну, короче, поровну. Крис одну, Клэр одну щупальцу расхерачит. Крис пускай вторую. Много патронов, конечно, ушло. Ну, а что делать? Сейчас в тюрьму мы опускаться будем. Здесь у нас дробовик куда-то кладется. Так, это можно перезарядить. Ленту давай заюзаем. Тут же есть, по-моему? Нет, нету тут ни хера. Попробовать дробовик повесить, что ли? Может, что-то изменится.
Я думаю, этого хватит. Неплохой подгон. Ну это все на финалку уйдет. Угу. Ничего больше нету. Это все на финального босса пойдет. Сейчас все ракеты, всю эту херню надо будет экономить. Пока складываем сундучок бережно. Так. Гранат у нас нету больше. Ну, по идее. По идее, я сейчас должен найти четвертое крыло и тело стрекозы. Тем самым запустив лифт, чтобы выбраться вообще в целом отсюда. Это у нас... Стой. Мы сейчас вниз сначала сходим, там где у нас компы какие-то стоят, там вот лифт этот маленький. Там есть патроны. Я видел. Вон там. Сейчас попробуем туда спуститься. Да, вот она, четвертая стрела стрекозы. Стрела, блядь. Большая капсула. Вот эту бери, херня. Четвертое крыло. Здесь у нас патроны. Ок. Да. Надеюсь, сейчас по рукам никто не даст. Все, четвертая стрела. Крыло, блядь. Надо искать где-то туловку. Туловка у нас. Где-то тут по дороге. По дороге, скорее всего, вот прямо. Там, потому что никак нам не выйти. Там все типа сломано. Пойдем дорогой Клэр. Не реви. Клэр? Кому говорю, не реви. Клэр, это ты? Крис! Нет, дверь не открывается. Эй, Стив с тобой? Он в другую сторону, кстати, тянет. Дверь в другую сторону открывается. Стив! Клэр, послушай. Надо немедленно смываться отсюда. Давно пора. Можешь открыть ее из... Часов 5 назад. Нет, я не могу. Теперь и в правильную сторону лупим Крис. по двери. Где-то здесь должна быть система самоуничтожения. Если ее включить, тогда, возможно, все электронные замки будут отключены. Угу. Ты взял файл SO. Это может быть как-то смотреть надо именно. Файл SO.
Похоже, что-то застряло внутри. Ну и чё, и как мы выйдем из положения? Вот. Вместе с карточкой. Так, по идее, он должен таймер запустить. Ну, такой стандартненький. Подождем его все-таки, я думаю, надо завалить, чтобы типа он не мешался потом. Сколько патронов на пистолет? 6 штук. А нет, больше. Попробовать? Нет, может быть тут что-то появилось, изменилось. Этой пижме еще придает. Нет, тут только черти эти встают. Давай мы туда подходить-то к нему не будем. Зачем? Пусть он валяется себе спокойно. Лифт аварийный, включен только в случае аварии. Что-то я сомневаюсь, что ты... Надо типа тело, короче, стрекозы где-то. Не стоит применять. Нет. Надо где-то дыбать, короче, толоку стрекозы. Походу. Походу, чтобы найти вот эту вот стрекозу, надо как типа вообще в начало почти игры херачить. Там, где у нас особняк, если я не ошибаюсь. Давайте сначала дотопать надо до генераторной, там вырубить электричество.
вот этим я что-то вообще не понимаю. Хотя точно, я же тут еще не обошел. Сейчас мы, короче, возьмем 2 камня. Мне не в начало игры, но придется пробежаться. Туда, к лаборатории. Александр комментарий. Здорово, друг. Здорово, Царь. Это. Так. Электричество у нас выключается наверху. В комнате High Voltage. Будем искать. Там, короче, все заморожено. Ну, тогда и эта дверь не работает. Как быть? Вот здесь. Подожди, или не тут? По-моему, вот в этом коридоре, да. Короче, ну, то, что я включал электричество, надо его вырубить заново. Блять, а где это? Я не помню ни хрена. По-моему, вот где-то здесь. Давай проверим. Блядь, даже в Silent Hill хотя бы какие-то комнаты подписывались. Тут же ни хера. Хоть убей, блядь, не помню, где это свет вырубается. По-моему, нет, не здесь. Нет, тут просто вентиль. Трупаков до хера. Блять, куда же идти-то? Там, где я совмещал пиздос, я запутался. Хер знает, может быть где-то здесь. Короче, надо вырубить электричество. Башка льва перестает вращаться. Ты достаешь 2 камня, вместе их соединяешь. Так, тон-тон-тон, не здесь точно. 2 камня ты их соединяешь, и потом куда-то их надо вот в особняке, которые я там еще коридоры несколько штук, куда-то их в особняке запихать. Так, там нет, возможно, даже на лифте придется спуститься. Тут у нас, по-моему, просто металлический, металлообрабатывающий станок. Короче, ебачьи уши, еще побегать надо будет. Но это типа уже все близко к финалу. Так, там у нас оружейная.
Огнетушитель заправлял, наверх поднимался. Все, понял. Этот коридор узнаю только когда в него попаду. Пока они, блядь, все просто вау, одинаковые. Там на меня 2 пачки зомбарей нападали. По-моему, он вот тут. Потому что здесь был зеленый ебака и вход в... Да, вот он, наконец-то. По идее, можно сейчас будет отключить электричество, надо только посмотреть, как. Тупо, наверное, на это нажать. Вырубаем. Все, свет погас. С этого коридора бежим дальше, получается. Заебись. Дверь в башку льва не открывается, пока у тебя работает электричество. Но тебе эти глаза не взять, пока оно включено. Может, короткий путь какой-то есть? Я, конечно, попробую еще по особняку пройтись. Может, есть обходной путь. Не зря там я эту вот дверь открыл. И она почему-то сразу в особняк ведет. Вот это вот у нас штукенция работает. Просто не пользовался и все. Ну давай ты заходи. Так глаза льва не достать. Там лаборатория. Я, блядь, вообще теперь потерялся. А, ну все, надо в особняк. Там, где я камни вставлял. Должна же быть какая-то дверь все-таки. Тогда, получается, в обход не получится. Тебе не пройти тупо. Блять, ну пиздец. Так, свет вырубает, тебя дальше по коридору не пускает. Не, давай в обход искать. Тут сейчас, короче, лабиринт, который надо сообразить, как сделать. Но вот надо вот в эту дверь попасть. Пока работает электричество, в нее не пройти. Электричество вырубаешь, тебе кольцо замыкается. Не пройти тебе. Так, вот это я был в этой комнате. Давай. Ну, куда-то сюда, допустим. Это можно как-то отодвинуть?
Хера. Следующий. Ничего интересного. Спасибо. Да, возьмем. Неужели? Где-то, ну блин, раз четвертую за игру. От какой это комнаты? Может, типа и свет не надо выключать? Хер его знает, ну давай попробуем. Знакомая, кстати, комнатки всякие. Все, это не едет. Потому что я ленту взял. Но ее, блядь, не выложить, ни хера не сделать. Угу, я тут был. Вон, я жуков сюда вставлял. Слушай, а там же была стрекоза. Только в комнате баба. Может, ты на самый верх, когда поднимаешься, там где карусельки, туда-сюда, там, короче... Там была стрекоза. Точнее, без тела мы ее туда вставляли. Закрыто с другой стороны. Надо что-то думать, как туда попасть. Странно, меня запихнули опять в тот же самый коридор, но тут картины висели. Что-то еще находилось. Обстановка изменилась, и ты как будто в новом коридоре. Так, вот здесь у нас была пластинка или что-то такое. Крышка шкатулки закрыта. Синий сапфир вынут. Потому что надо с глазами что-то мутить. Синий и красный. До стрекозы не добраться. Сейчас посмотрим. Возможно... Так, а вот это что за комната? Возможно, до стрекозы с помощью какого-то вот этого ключа. Так, все, я понял. Надеюсь, что этот ключ подойдет к началу особняка. Вот тут.
Это единственная дверь, которая осталась. По идее, это должно сделать, сократить круг. Так. Круг я этот сократил почти. Теперь надо думать, как глаза вытаскивать. Выключить свет. Пока не могу сообразить. Короче, надо сначала цвет вырубить, потом думать короткий путь, как пробраться. Здесь у нас не сквозная комната, тупиковая. Стой. У нас тут есть чемодан. Мы выкладываем вот это. Вот это. Ну и спрей, надеюсь, мне дадут возможность как-то потом это дело заюзать. Да, пленку возьмем, сохранимся, блин, но что делать? Это надо. Давай быстрее. По идее, сейчас вот эта вот дверь с выключенным светом, она должна заблокироваться. И мне типа надо найти проход, обходной путь. Вот здесь, закрыто. Понятно. Но только где его искать? А, ну вот, все. Короче, я в коридорах вот в этих запутался в одинаковых. Отсюда показалось все это дело более заумным. Я думал, типа, очень много бежать надо назад, но нет. Все, достаем глаза вот эти. Не знаю, может объединять их надо. Не надо. Теперь надо в особняк двигать. Ну, хорошо, что по дороге никто не мешает, это немного экономит время. Ну и патроны, мать его, тоже. По идее, открыв одну комнату, должна и вторая заработать. Обычно так. Сейчас мы типа синий вставляем. Что-то должно открыться там. Зашибись.
Я походу первую гору патронов просто так спустил сейчас. Ой, да стоять, блин. Все. Опять забыл, что это за комната. Не надо. Угу. Это у нас типа короткий путь. Все, допер. Ай, блядь, не надо. Ну ладно, норм. Там еще кто-то гуляет? Кстати, в инвентаре есть место. По идее, собрав стрекозу тоже. Тоже еще один слот освободится. Потом, нахрен, короче, они могут еще и зареспауниться у нас, эти ребята. У меня еще 5 минут нахрен для решения этой головоломки. Надо на работу собираться. Так, давай, синий сюда. Так, а что не заработало? То есть проход был там изначально? Я просто подошел к ней, но его не заюзал. Чего интересного? Мне надо наверх подняться. Где эта кровать? Там лестница должна опуститься. Угу. И отсюда забираем пластинку. Пластинку ставим на другое и поднимаемся там. Вот как-то так. Потом наверх взять стрекозу и что-то делать. Ну, скорее всего, объединить типа. Короче, сейчас берем стрекозу и стрим завершаем. Потому что я не успеваю. Там еще финальный босс будет. Сейчас еще надо стрекозу туда вниз спуститься в подвал. Там, короче, бегать не только, наверное, часа на пол. Потом еще финальный босс. Так. Я думал, то, что я в другой комнате окажусь. Это, я так понимаю, ключ от Алексии, да, комнаты? А нет, это и есть стрекоза. Ну, точно. Все, наконец-то. Что, на меня даже никто не нападет?
Портрет мужчины модели Magnum. На хотел видны большие царапины. Ну, это кто-то бесновался, наверное, из семейных наших ребят. Ладно, будем на этом стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.